Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим необычный торт без выпечки. Готовится несложно, получается вкусным и нежным. Главное дождаться, пока он застынет. Такой торт точно понравится всем любителям желейных тортов и кофе. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Готовим кофейный слой. В мисочку насыпаем 12 грамм желатина и наливаем 50 мл холодной воды. Все перемешиваем и оставляем набухать желатин на 10-15 минут. В отдельную миску насыпаем 25 грамм сахара и 3 грамма растворимого кофе. Сюда же наливаем 250 мл кипятка. Все перемешиваем до растворения кофе и сахара. В этот кофе добавляем уже набухший желатин. Перемешиваем до полного растворения желатина. Эту смесь наливаем в небольшую плоскую емкость. У меня форма размером 24 на 10 см. Оставляем остывать до комнатной температуры, а затем ставим в холодильник, чтобы полностью застыл кофейный слой. Готовим молочно-кофейный слой. В мисочку насыпаем 12 грамм желатина и наливаем 50 мл холодной воды. Все перемешиваем и оставляем набухать желатин на 10-15 минут. В отдельную миску насыпаем 25 грамм сахара, 3 грамма растворимого кофе и наливаем 100 мл кипятка. Все перемешиваем. Пока кофейный напиток горячий, добавляем набухший желатин. И все хорошо перемешиваем. В эту же смесь наливаем 150 мл молока. Все перемешиваем. Выливаем в небольшую емкость застывать. Я выливаю в формочку диаметром 16,5 см. Все ставим в холодильник застывать. Прошло 2 часа. Кофейное и молочно-кофейное желе уже застыло. Нарезаем его на небольшие кубики и вынимаем из формочек. Также у меня на канале есть и другие рецепты тортов без выпечки. Смотрите их в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Берем форму для торта, в моем случае она разъемная, и оборачиваем ее сверху пищевой пленкой, чтобы не вытекло желе. Также можно использовать миску, неразъемную форму или кастрюлю. Диаметр моей формы 21 см. В подготовленную форму кладем кусочки желе. Стараемся выкладывать вперемешку. Часть желейных кубиков оставляем для украшения торта сверху. Готовим сметанный желейный слой. В мисочку насыпаем 40 грамм желатина и наливаем 150 мл холодной воды. Все перемешиваем и оставляем набухать желатин. Желатин желательно подготовить, пока будут застывать кофейное и молочно-кофейное желе. В отдельную миску наливаем 1200 мл сметаны. Насыпаем 250 грамм сахара и 10 грамм ванильного сахара. Все перемешиваем. Желатин уже набух. Разогреваем его в микроволновке 10-15 секунд и перемешиваем. Затем снова ставим микроволновку на 10-15 секунд и опять перемешиваем. Так повторяем 3-4 раза. Желатин должен разогреться примерно до 50 градусов. Также желатин можно разогреть на маленьком огне, постоянно перемешивая. В распущенный желатин наливаем 2 столовые ложки подготовленной сметаны и хорошо перемешиваем. Эту смесь постепенно выливаем в сметанный крем и перемешиваем венчиком до однородности. Чтобы сметана сразу же не загустела, ее нужно выставить из холодильника примерно за 1 час до приготовления, чтобы она успела нагреться до комнатной температуры. В форму с желейными кубиками выливаем подготовленный сметанный крем. Аккуратно распределяем кофейные кубики по сметанной массе. Сверху торт украшаем оставшимися желейными кубиками. Торт ставим в холодильник застывать примерно на 3-4 часа. Торт застыл, снимаем пищевую пленку. Для того, чтобы торт красиво вышел из формы, бока формы нужно прогреть феном. Если спешите, то можно просто сбоку пройтись ножом. Если делаете торт в миске или кастрюле, то ее нужно опустить в горячую воду на несколько секунд. Торт аккуратно переставляем на блюдо и подаем на стол. Сметанный торт с кофейным желе получился красивым и очень вкусным. Ароматные кофейные кубики придают особую изюминку нежному сметанному слою.
По внешнему виду достаточно тяжело догадаться, с чем этот особенный торт. Такой торт точно понравится всем любителям желейных тортов и кофе. Если вам понравился рецепт такого торта, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.